Сегодня приглашаю вас приготовить лазанью из баклажана. Вместо пасты у нас будет баклажан. Нам понадобится моцарелла, пармиджано, лук, по желанию, перец, морковка, томатная паста, либо свежие помидоры. У меня это польпа помидоры. Серединка помидоров без шкорки и, естественно, фарш. Для начала порежем баклажан на пластины. Хорошенечко посолим наши баклажаны. С обоих сторон. И отложим их. И пока пусть они выпустят горечь, а мы займемся фаршем. Для фарша нам надо почистить, порезать морковку, перец. Когда масло нагрелось, добавляем наши овощи, морковку и болгарский перец. Пока овощи тушатся, нарежем лук. Овощи стали мягенькими, такими вяленькими, вы заметите, когда они размягчились. Добавляем лук и тушим до тех пор, пока лук станет такого золотистого цвета. Ну, он станет от морковки золотистого, но чуть-чуть протушить, чтобы он тоже мягенький стал. Когда наши овощи уже стали такими мягенькими, теперь мы добавляем сюда наш фарш. И хорошенько этот фарш обжариваем вместе с овощами. Когда ваш фарш обжарился, сейчас бы самое время добавить сюда стаканчик вина белого, столового. Ну, так как у меня вина нет, я этот пункт пропускаю. Если вы добавляете вино, подождите. Ну, я вот сейчас обжаривала, где-то минут 5 это заняло. Ну и чтобы выпарился весь алкоголь на таком достаточно сильном огне, выпарьте примерно 5 минут вином. Нам понадобится бульон, потому что наш фарш должен быть сочный и не сухой. У меня обыкновенный кубик Кнор. Я его сейчас разведу. Вот здесь у меня грамм 250-200 кипятка. И обыкновенный бульон развожу в кипятке. Если у вас есть готовый бульон, еще лучше. Сейчас, видите, уже хорошо обжарился наш фарш. Добавляем наши томаты. У кого что есть. Вот у меня были вот такие консервированные помидорчики. И теперь протушим немножко с нашими помидорчиками.
Не спешите добавлять соль, перец, потому что у нас будет бульон. Мы не знаем, сколько у нас пойдет в бульон. Так что бульон там он соленый, там уже со специями. И поэтому в самом конце мы будем уже солить и перчить. Тогда уже будем знать, что все мы положили. Еще протушим минут 5 на сильном огне с помидорчиками. Сейчас мы убавляем наш огонь, ставим на минимум, накрываем крышкой. И оставляем тушиться наш фарш 1,5-2 часа. Итальянцы тушат по 4 часа, так что будьте готовы к этому. Когда вы видите, что выпаривается жидкость, добавляйте бульон понемножечку. Так, чтобы у вас там это не плавало все, не суп у нас какой-то получался, а вот такой однородный фаршик. А пока наш фарш тушится, мы займемся, собственно, баклажанами, и нам надо будет сделать соус бешамель. Опять же, разогреваем сковородку. Если у вас есть гриль, я, например, предпочитаю баклажаны поджарить на гриле. Но так как мой муж забастовал и не хочет их жарить, мне придется жарить на сковородке. Ну, на сковородке, сами понимаете, это больше масла у вас будет в вашей лазанье. Смотрите, кому что больше нравится. Ну и теперь обжариваем наши баклажанчики с обоих сторон. Гриль мне больше нравится, потому что это, во-первых, быстрее это все делается. Кладем сразу все наши кусочки и обжариваем. Ну ничего. Так, я выкладываю на салфеточки вот таким образом, чтобы чуть-чуть хотя бы впитать это масло. Вот смотрите, у нас практически вся жидкость выпарилась. Это момент, когда надо добавить чуть-чуть бульончика. Добавляем немножко, так, чтобы оно... Смотрите, как я делаю. Она вся в бульоне, но не утапливается. И продолжаем тушить. Баклажаны мы пожарили. Теперь нам надо растопить на сковороде 50 грамм сливочного масла, и мы будем делать соус бешамель на достаточно низком огне. Надо, чтобы он растопился, но не кипел. Теперь в растопленное сливочное масло мы всыпаем 2 столовых ложки муки таким образом. Буквально слегка обжариваем. И вот теперь сюда постепенно вливаем молоко, так, чтобы у нас получился соус. Молока ушло примерно сюда стакан. 50 грамм сливочного масла, 2 столовые ложки муки и
стакан молока, 250 грамм молока. И нам надо сделать такой соус, чтобы он был не слишком густой, но и не слишком редкий. Комочки вот эти, конечно, желательно разбить все. Такой консистенции не очень густой сметаны, скажем так. Ну вот, мой соус бешамель готов. Растворились эти комочки муки. Видите, он начинает густеть. И в принципе вот такое состояние, этого достаточно. Видите, он, как объяснить, вот такого консистенции должен быть этот соус. Он не должен быть густой-густой, чтобы он должен немножко течь вот так. Ну, я думаю, я понятно показала. Ну, конечно, мастерство повара оценивается в качестве соуса бешамель. Он должен быть без комочков, он должен быть вот такой шелковый, гладкий. Я, конечно, не шеф мишленовского ресторана, но в принципе более-менее у вас получится. Так, не забываем проверять наш фарш. У меня прошел час, я добавлю еще немножко бульончика и еще на часик оставлю. Нарежем нашу моцареллу на такие пластиночки. Друзья мои, все наши ингредиенты готовы, нам ничего не остается, как собрать нашу лазанью вместе. Включаем духовку на разогрев до 200 градусов. Первым делом мы помещаем немножко нашего соуса бешамель. Теперь мы выкладываем синенькие. Вы, в принципе, по этому же рецепту можете делать и нормальную лазанью. Только вот сейчас вместо синеньких выкладывать листы лазаньи. Так, теперь снова он вводит немного соуса. Таким образом. Теперь мы выкладываем наш фарш. Так. Теперь выкладываем нашу моцарелку. Вот так распределите ее. Она расплавится потом в духовке. Будет вкусненько. Ну и сверху еще один слой. Таким-то образом. Снова соус бешамель, который у меня остыл и загустел. Если он будет чуть-чуть поджиже, он даже будет лучше.
таким образом. Снова немного рагу. И сверху мы натрем пармезанчиком. Ну вот так вот получается. Теперь отправляем в духовку, да, и смотрим, когда у нас расплавится сырок, такой корочкой возьмется золотистой, и готово. Ну вот такая лазанья безглютеновая у меня получилось. Приятного аппетита. Ну очень вкусненько получилось.